По-моему, записывает. Да, записывает. Привет, мои хорошие. Тему такую хорошую нашла. Но не нашла, она мне уже, наверное, 5 дней со мной сидит. Ее вообще нужно всегда, когда такие темы приходят, их нужно сразу выдавать, что называется, на гора. Потому что потом начинаешь фантазировать, переделывать что-то. Но не сразу такая мысль приходит, как пришла в первый раз. Я в Ютубе нашла эту тему, а потом думаю, так я поинтересуюсь, потому что я не первый раз ее видела, эту тему, не первый раз встречала. Поинтересуюсь, в интернете поищу эту тему. Нашла, ну, чтобы хотя бы вам прочитать ее, да, чтобы не давать ссылку на тот канал, а то я на все каналы даю ссылки, вот там смотрите, себе ставлю видео тоже, этот канал понравился, другой канал понравился, а меня что-то никто не ставит, что этот канал понравился или другой, сама о себе не побеспокоюсь, и тишина. Ну, вступительное слово даю сейчас, потому что если я дам вступительное слово в конце после этой притчи, то, конечно, до конца мало кто досматривает. Я поэтому говорю в начале, а потом читаю притчу. Меня что заинтересовало? Я ее давно, конечно, слышала в разных вариантах, вернее, разная концовка этой притчи. Магазин для, как он называется, как выбирают женщины мужчину. Магазин для женщин по выбору мужчин. И вот там дали 6 этажей. 6 этажей, и женщина все эти 6 этажей прошла. В итоге там в одном пишется, что таких мужей типа не существует, и вы остались с носом. А парень поправляет и говорит, нет, неправильное окончание, там есть, извините нас за беспокойство, всех разобрали, другой будет через 18 месяцев. Ой, ну ладно, хоть через 18 месяцев, но дело не в этом даже. И вот там столько сразу обсуждений, вот какая женщина капризная, так далее и тому подобное, все и не угодишь. И там тоже в этой притче говорит, вот как женщине угодить нельзя. Не надо, пожалуйста, сваливать. Потому что другой магазин напротив, где мужчины выбирают. Там тоже 6 этажей. Женщинам тоже дали 6 этажей. Но она поднялась на 6-й этаж. Даже хотя бы ради интереса. А вдруг, как я пишу в комментарии, а вдруг там ангел воплоти? А ангела разве назовешь козлом? Ангелу служить будешь, поклоняться будешь, без всяких задней мыслей. Нужно служить, не нужно служить, как его встретить, да как поклониться. Тогда ангелу самому воду пить, ноги мыть и воду пить. И вот одно поклонение. Ангел воплоти. Есть такие, ребята, есть такие. Ну, мы не берем с крыльями, которые ангел, но есть. 6-й этаж, мне дан выбор, я поднялась на 6-й этаж. Зачем мне останавливаться на 1-м, на 2-м и довольствоваться малым? Вот это, как говорится, довольствуйся малым, потом получишь большего. Нет, если бы у меня было ограничение, я бы, может быть, и довольствовалась. Ну, дали мне 2 этажа, и дали 2 этажа. Хочешь бери, хочешь не бери. А тут дали 6 этажей. Но в мужском магазине тоже 6 этажей. Супер. Но дальше 3-го никто не поднялся. Как вам? И вот тот, кто не поднялся дальше 3-го магазина, он, конечно, возмущается, что женщин выбирает, им не угодишь. А там на 1-м и на 2-м секс и еда. А на 2-м только богатая еще. Помимо секса еще и богатая. Все. В голову даже не пришло подняться на 3-й этаж. А как я сразу песню вспомнила, она мне в голове вот так вот прокручивается. Если бы поднялся бы на 2-й этаж, уже королем бы стал. И там вот в этой песне поется. И тут вдруг перед ним королева стоит. Ты скажи, какой любви тебе надо, я помочь буду рада и исполню в награду все желания твои. Ну как вам такой вариант? Может, начнем подниматься выше 2-го этажа? Так, притчу читаю, если кто не знал. Хотя, я думаю, встречались, конечно. Так, в одном городе открыли магазин, в котором женщины могли выбрать и купить себе мужа. У входа в магазин была вывеска «Правила работы магазина». Вы можете посетить этот магазин только 1 раз в жизни. В нашем магазине 6 этажей. Качество мужчин повышается с каждым этажом. Понимаете, ребята?
Качество повышается с каждым этажом. Вы можете выбрать любого мужчину на этаже или же подняться выше. Категорически запрещается возвращаться на этаж ниже. То бишь, если поднялась и там что-то не увидела, то осталось. Ничего. Но одна женщина некоторое время сомневалась, но все-таки решила посетить магазин мужчин, чтобы найти себе спутника жизни. Чего я сомневалась? Это я бы не сомневалась, если бы мне дали бы выбор быть вот такой бы. Вот однозначно не сомневалась. Так, внимание, ну нет, не дает мне этот никто выбор. Есть, он-то есть по жизни выбор. Но я на 6-й этаж поднялась и сижу. Жду. Смотрю погоды. Ладно, дальше пошли. Внимательно ознакомившись с правилами, она вошла в магазин и осмотрелась. На первом этаже здесь она увидела вывеску «Мужчины, имеющие работу». Улыбнувшись и не задержавшись здесь, женщина пошла на 2-й этаж. Вывеска на 2-м этаже сообщала «Мужчины, имеющие работу, любящие детей». Улыбнувшись и не задержавшись здесь, женщина пошла на 3-й этаж. Вывеска на 3-м этаже гласила, так, сейчас подниму немножко, «Мужчины, имеющие работу, любящие детей и необычайно красивые». Ого, удивилась женщина, и такие бывают. Но не задержавшись здесь, женщина пошла на 4-й этаж. Вывеска на 4-м этаже была следующего содержания. Мужчины, имеющие работу, любящих детей, ослепительной красоты, помогающие по дому. Фантастика, сказала женщина, но пошла на 5-й этаж. На 5-м этаже на вывеске женщина прочла следующее. Мужчины, имеющие работу, любящие детей, ослепительно красивые, помогающие по дому, очень романтичные. Женщина очень захотела остаться на этом этаже и выбрать себе мужа, но она побежала на 6-й этаж. Я пишу тоже в комментариях, я бы тоже побежала. Если уже на 5-м этаже, представляете, с каждым разом все повышается качество мужчины. Но что ж там должно быть на 6-м этаже? Ну вот дальше. Там она увидела такую вывеску. Вы на этом этаже посетительница номер 281 2 миллиона 816 тысяч 973. Мы сообщаем вам, что здесь нет мужчин. Этот этаж существует лишь для того, чтобы лишний раз доказать, что женщину удовлетворить невозможно. Благодарим за посещение нашего магазина. Вот здесь как раз-таки я хочу сказать, вот парень написал, что неправильное окончание, что магазин извинился и сказал, сейчас в наличии на данный момент нет. Почему-то число там 18 месяцев нужно подождать. Вроде бы так было. Ну, 18 месяцев, какая ерунда. Так и полжизни можно подождать. Лишь бы вот то, что выше 6-го этажа, досталось бы. Понимаете? И кому служить не грех. Там она вот так, эту табличку я прочитала. Кстати, напротив магазина мужей уже давно работает магазин жен. На 1-м этаже находятся женщины, которые любят заниматься сексом. На 2-м богатые, которые любят заниматься сексом. А с 3-го по 6-й никто ни разу не заглянул. Мужчины мои милые, хорошие, ну на кого вы жалуетесь тогда, если дальше 2-го плинтуса фантазии не хватает? Вы, понимаете, лишь только тех мы женщин выбираем, которые нас выбрали уже. Но вот эти женщины, кто соглашается на 1-й и 2-й этаж, потому что они думают, что там им не достанется на 3-м, они вот и берут вот этот 1-й этаж и 2-й этаж. Секс, еда и деньги. Все, тишина. Ну и как вам? Ой, мне песню не могу вот включить, правда. Вот так 3 желания, когда лягушка выполнила 3 желания. 3 желания твоих, ну скажи. И вот как она 2 желания, вот он сразу заказал деньги, кучу денег он получил. Вот еще одна просто песня поется. Ну, я ссылку дам, ну, ее все знают, эта девочка поет. Голос великолепный у нее. И потом
На второй раз он попросил: нет, деньги это хорошо, мне дай власть. Ну, пожалуйста, получай власть. Она ему дала власть, и деньги, и власть. Все, он король ходит. Ну, что-то вот ему и не хватает. Вот вроде бы все есть. И власть есть, королевишна, вернее, королевство есть. Все есть, деньги есть, все есть. А вот что-то еще надо. Там, может быть, и наложницы, конечно, есть. А вот что-то еще хочется такое. И он приходит к ней и говорит: ну вот все, не хочу. Любви мне надо, моя хорошая. И она из лягушки превращается в королевну. Королевишну. Король-то стоит перед ней. Какая должна быть женщина? Конечно, королева. Однозначно и 100%. Но мы королевиш все хотим иметь. А вот королем мало кто хочет стать. И вот ноем, скулим, женщина не такая, не так сделала, не так. Вот она капризничает, вот она выбирает. А почему бы не покапризничать, если мне дали все 6 этажей? Вот скажите, пожалуйста. И мужчинам дали 6 этажей. Но кто же виновен, что дальше 2 этажа подниматься никто не хочет? Это все утрируется, конечно, рассказываю я на этих притчах, на этой песне. Но оно в жизни тоже так же, мои хорошие, точно так же, ребята. И вот эта королевишна, когда она превратилась, вернее, из лягушки превратилась в королевишну, и говорит, когда он запросил любовь: ты скажи, какой любви тебе надо? Я еще раз повторяю, мне эта песня потом вот так в голове все время крутится. Я помочь тебе рада, мои хорошие. Поможет всегда женщина. Всегда поможет. Все желания исполню твои. Только скажи, какой любви тебе надо? Причем тут деньги? Причем тут секс? Причем тут еда? Когда все желания будут исполнены. Может быть, даже на 3-м этаже у тебя бы уже был бы, ну пусть не любовь, а хотя бы уважение. А на 4-м, а до 6-го добрался бы, а там королевишна, которая исполнит все желания твои. Ребята, ну почему женщина должна оставаться только на этих 2 этажах? Ну, правильно, женщины боятся, и они остаются, они и берут этих 2 этажей и согласны на эти 2 этажа. Нюх потеряла женщина просто-напросто. Она-то выбирает. Она выбирает, чтобы не говорили мужчины. Мужчины вот в природе, видели, какие птички? Вот все самцы, они такие все с перьями, с такими красивыми, и прям хорохорятся, все, что на него это серенькая такая птичка, она серенькая. Не то, что он такой весь, как вот павлин, разукрашенный весь такой, на тебе там машет. И сколько таких животных, доказывая, да, что ты меня должна выбрать, потому что я сильнее, потому что я умнее, там, или потому что я красивший, чем вот этот вот самец. Вся природа на этом поставлена. Добивает, и раньше добивались эту женщину. Не по морде ее били и воровали, в охапку ее забирали, а добивались. А женщины, я же говорила 100 лет уже, 100 раз уже повторяю и 100 раз говорю, не надо. Вот мы с ней сидели, я видео сделала мужчине 85 лет, и он занимается... Дева, успокойся, уйди отсюда. И он занимается в спортзале. И я зашла, мы разрешение попросили, мне разрешили снять этот спортзал. Мне спортзал не нужен, потому что у меня бесплатный спортзал. У меня кирка хорошая такая есть, тяпка, мой сад. И я всегда говорю: ой, Боже, спасибо, что такой сад. Да, работать нужно, но там работаешь. И у меня собака, которой я прохожу километры и километры. Так что мне спортзалы не нужны. Да, и он дорого. Я эти деньги лучше соберу, то, что за зал платить, и на дорогу себе, в путешествие, как говорится, отправлю. И вот они сидят, ему 85, и жене его 80 лет. И вот мы разговариваем, она говорит: Света, вот я ей задала просто, я говорю, я тебе провокационный вопрос задаю. Вот у вас были взлеты и падения, не все же так гладко было. 57 лет они, по-моему, вместе живут. И я обязательно, они сказали, они мне дали добро, и мы обязательно как-нибудь куплю что-нибудь и бутылочку к ним в гости пойду, и обязательно сделаю видео, сколько они лет прожили, 50 с чем-то там лет, да, и как они вообще прожили. Ну вот из этой серии, когда мы сидим уже после того, как я сняла его в зале, и мы сидим, они кофе пьют, я чай, они захотели меня угостить. И вот я у нее говорю: провокационный вопрос я тебе задаю. Вот у вас были взлеты и падения, вот когда у тебя было очень сильное желание вообще его оставить. Вот если бы у тебя была возможность тогда, ты бы это сделала? Она говорит: да. Но, Света, но тогда возможности женщин не было. Во-первых, нельзя было найти работу.
Во-вторых, если даже ты нашла бы работу, то такую тяжелую, тебе так тяжело, тебе так бы оплачивали мало, что когда это все взвесишь, что, конечно, я с ним и остаюсь, и уже где-то рот закрыл, как говорится, где-то промолчал, где-то что. В условия женщину поставили в такие, чтобы она не пикнула и никуда не ушла. Эта мужская энергетика, она вот заставляет, запихивает, как и сейчас. По комментариям смотришь, некоторые мужчины, я же говорю, волосы дыбом станут. Их опять нужно загнать в стойло. Вот такое вот отношение к женщине. Ну, ребята мои хорошие, но мы когда-нибудь должны подняться вот над этим. Ну, я не знаю, ну, как-то человечество деградирует, что ли, вот куда-то вот вниз и вниз. Ты сам на этом уровне, на диване лежишь. Конечно, ты и будешь лежать, поэтому ты агрессивно на диване, поэтому ты пиво пьешь, поэтому ты куришь, потому что ты не знаешь свою, ну, куда энергетику девать. А ты пойди в спортзал. Но если нет спортзала, ну, сделай пробежку ты эту, да, и пузо уйдет твое, и тело станет крепче, болеть будешь меньше, и агрессию свою выбросишь. И все начнет налаживаться. Это так просто. Ну, так, ну, задницу кто ж подымет. Нет, мы должны женщину на этот уровень вот опустить. И еще, если она чуть выше поднялась, ты куда свой нос выбрасывай? О, конечно, какая она капризная, ей не угодишь, ей не то, ей не пятое, не десятое. Ей пятое и десятое. Она ангелу вот так вот будет служить. На 6-м этаже ангелы. Ну, это я так их называю, не в буквальном смысле, да, вы понимаете о чем. Да, 6-й этаж все-таки. Там уже, конечно, в совокупности все. И любовь, и к детям, и сила, и ловкость. Ну, и вот какие качества мужчины ты можешь приписать, какие ты знаешь, да, и слово держит. А женщины боятся, конечно. И им приходится опускаться на тот уровень, на эти 2 этажа. Боятся, потому что... Но слава Богу сейчас, даже вон в Африке племя женское отделилось в Африке, понимаете? Она себе новую деревню сделала, там, где одни женщины. Она устала от этих мужчин, которые... И их спрашивает, а что вы занимаетесь? Ну, женщина там хозяйство, у нее скотина, у нее дети. А он мужчин спрашивает, а вы чем занимаетесь? Он говорит, ну, мы границу своей деревни охраняем и дома сидим. Супер. Супер. А если бы не дома сидели бы, а взяли бы скотину побольше бы себе бы, поухаживали за ней бы, а женщины за своими детьми там или как-то. И гляди, и богаче бы стали. Скотины-то больше, еды больше, можно было что-то продать бы. Нет, мы будем на заднице сидеть, и вот женщинам тоже говоришь, ах, какая капризная. Выбираешь ты там что-то из себя, строишь не то. Вот бери то, что есть. А нафига? А нафига брать то, что есть, когда есть лучше? Это у меня сейчас не эмоции. Если бы я бы 5 дней назад, я бы эти все комментарии, наверное, прочитала бы, которые там пишут мужчины. Я же говорю, который раз повторяю, это жуть просто, жуть. Вот он сидит на этом, выше 3-го этажа, у него не хватает фантазии подняться, а может быть и боится, потому что он, если поднимется на 3-й этаж, он просто с этой женщиной не справится. Вот они берут, они все хотят красивых, принцесс, но ты же с ней не справишься просто-напросто. Понимаешь, ну... Где баланс? Где баланс? А там все раз и наоборот перевернули. Вот какие женщины, вот видите, какие, что это лишний раз доказывает, что женщин удовлетворить невозможно. Ерунда. Вот она точно не капризная. Если она видит действительно мужчин. Понимаете, мужчиной это энергия. Она пахнет. Понимаете? Она пахнет, эта сила. Ее чуйкой чуешь. Мужской стержень чуйкой чуешь. Ведь женщину не обманешь. Она сама позволяет себе обманываться. По каким-то причинам ей так выгодно. Или боязнь. Или боязнь. Перед ним королева стоит. Какой любви тебе надо, я помочь буду рада, исполнить награду все желания твои. Ты скажи, что тебе надо. Мужчины, что вам надо, мои хорошие? Я-то знаю, что мне надо, поэтому до 6-го этажа дошла. А вам что надо? Плинтус? Все, мои хорошие, больше не буду говорить, на другое видео что-нибудь оставлю. А так.
рассказываю. Но я рассказываю не только, что у меня по себе, я-то еще и с женщинами разговариваю, я-то еще и с мужчинами тоже разговариваю. Мгм. Энергию свою мужскую аккумулируйте. Не разбрасывайте на женщин, на секс, на просто так. Зачем просто так свою силу мужскую разбрасывать? Аккумулируйте ее. Пожалуйста, мои хорошие. Но это так просто. Но неужели трудно понять, что энергия вот так просто разбрасываться нельзя. Все. Пока-пока. Потому что сейчас еще я все слово скажу, и у меня это видео на час получится. Все, мои хорошие. Всего доброго. И поднимитесь, пожалуйста, хотя бы на 3-й этаж. Мужчины мои хорошие.